Граф, огромный кобель немецкой овчарки, начал спать в снегу возле своей будки. Это было странно, ведь с детства он всегда искал тепло и уют в своем убежище. После 3 часов внимательного наблюдения его хозяин, Андрей, решил выяснить причину. Что он обнаружил внутри, было совершенно шокирующим. Андрей, человек средних лет с грубоватой щетиной и добрыми глазами, был ошеломлен, когда граф зарычал на него. Он вырастил графа с крохотного щенка, и они всегда были не разлей вода, настоящими лучшими друзьями. Сложно было поверить, что его преданный друг сейчас принимает такую оборонительную позу. В очередной раз он подошел к будке, и пес отреагировал точно так же. Он встал между ним и Конурой, тихо рыча, как бы предупреждая Андрея не подходить ближе. Снег хрустел под ногами мужчины, когда он сделал шаг в сторону. В тот же момент граф перестал рычать. «Что такое, мальчик?» – тихо спросил он. «Что у тебя там?» Граф вилял хвостом и опустил голову, затем, как будто решив, что все будет в порядке, подошел к Андрею, чтобы тот почесал его за ушками. Андрей, почувствовав себя слегка успокоенным, решил, что конфликт окончился, и с оптимизмом снова сделал шаг в сторону будки. Но граф снова встал перед ним, приняв угрожающую позу. Андрей понял, что лучше оставить пса и дать ему время. То, что было в будке, явно важно для графа. Все началось летом предыдущего года, когда Андрей, увлекавшийся плотницким делом, построил великолепную конуру для своего любимца. Она была довольно просторной и имела навес, чтобы защитить его от дождя и снега, который, как ожидал Андрей, начнет идти в начале декабря. Так оно и произошло. В первых числах декабря температура резко упала, и выпал первый снег. Граф инстинктивно понял, что сооружение, построенное Андреем, предназначалось для него, и в считанные минуты превратил его в свою личную крепость. В тот вечер Андрей заглянул в щелку между шторами в своей спальне и увидел, что граф лежал на крыльце своей будки, положив голову на передние лапы, как будто он был на страже. Снег продолжал легкими хлопьями опадать, и Андрей беспокойно почесал затылок. Как долго это может продолжаться? Уже около часа шел легкий снег. Андрей не мог удержаться и решил еще раз проверить собаку. Граф все еще был на крыльце своей конуры. На улице стоял сильный мороз, но он не сдвинулся с места. Это было действительно странно. Следующим утром Андрей снова вышел к будке, но граф вскочил на ноги, когда увидел своего хозяина. Казалось, он не очень доволен появлением Андрея. Однако, когда Андрей попытался подойти ко входу в конуру, пес снова встал перед ним, точно так же, как и вчера. Затем немецкая овчарка посмотрела на своего хозяина с мольбой, как будто говоря: «Пожалуйста, не пытайся снова». Каждый раз, как только Андрей делал движение в сторону входа в будку, раздавалось тихое рычание. Граф был настроен непреклонно и пытался не дать Андрею посмотреть внутрь конуры. Мужчина был озадачен и понятия не имел, что думать о странном поведении графа. Не понимая, что следует делать, он начал составлять план. Он быстренько пошел к двери на кухню. Оказавшись внутри, он взял стейк из холодильника и начал нарезать его на мелкие кусочки, умело работая ножом. Это было любимое лакомство графа, и он был уверен, что собака не сможет устоять перед миской мелко нарезанного стейка. Однако единственная сложность заключалась в том, чтобы убедить графа прийти на кухню. С миской в руке Андрей вышел на холодный воздух и подошел к будке. Как и прежде, граф подпрыгнул, чтобы поприветствовать его, и его глаза сверкали от радости. Андрей сел на корточки и поиграл с собакой, что всегда было для них обоих приятным времяпрепровождением. Затем он достал миску из-за спины и дал графу понюхать ее. Собака чуть не подпрыгнула от возбуждения, ничто не приводило ее в такой восторг, как кусочки свежего стейка. Но когда Андрей начал отходить с миской и позвал графа, это выглядело подозрительно. Обычно он получал лакомство у своей будки, а теперь хозяин хотел, чтобы он пошел за ним на кухню. Граф был в замешательстве.
Он оглянулся на будку и тихо заскулил. Затем, будто решив, что все будет хорошо, он последовал за Андреем в кухню. Собака влетела в помещение и радостно прыгала, не сводя глаз с миски, прямо как она делала это с детства. Первая часть плана Андрея была выполнена в совершенстве. Он поставил миску на пол в дальнем углу кухни и снова погладил собаку. Граф принялся за еду. Он не пытался съесть весь стейк сразу, как сделали бы большинство других собак. Вместо этого он, казалось, наслаждался каждым кусочком. А теперь настала пора для второй части его плана. Андрей медленно поднялся. Он шел спиной к двери, не спуская глаз с собаки, и граф, сосредоточившись на еде, не обратил на него никакого внимания. Мужчина вышел из кухни и закрыл за собой дверь. Вторая часть была успешно выполнена. Теперь он опять направился к будке, полон решимости выяснить, что же там такого важного прятал его верный друг. Но граф почувствовал обман, как только дверь кухни закрылась. Пес скреб дверь и жалобно скулил, требуя обратно к еде, к своему хозяину. Когда стало ясно, что Андрей игнорирует его, он перебежал в гостиную. В больших окнах там хорошо видно свою будку. Граф увидел, как Андрей идет к ней, и это расстроило его еще больше. Он залаял громче и подпрыгнул к окну, словно желая объяснить Андрею, что происходит. Андрей, услышав шум внутри дома, обернулся. Там был граф, сердито глядящий на него, и его печальное выражение говорило слишком много. Андрею не понравилось, что ему пришлось заманить собаку в дом и запереть ее там. Это казалось предательством по отношению к лучшему другу, как будто это как-то разрушит доверие, которое установилось между ними с тех пор, как граф был щенком. Но ему просто необходимо было увидеть, что граф охранял внутри своей будки, и он был готов на все. «Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер», — решил он и двинулся дальше к будке. Когда он добрался до конуры, граф пришел в ярость. Это было видно по его напряженной позе и бархатной шерсти, которая моментально поднималась. На несколько секунд Андрей был уверен, что граф разобьет стекло и выскочит, если он приблизится слишком близко. Гнев собаки, казалось, рос по мере приближения Андрея ко входу в будку, и его собака была готова защитить тот секрет, который скрывался внутри. Мужчина опустился на колени и заглянул внутрь. Теперь он был совершенно беззащитен, потому что его голова и руки не могли одновременно пролезть через отверстие. Если кто-то или что-то внутри нападет на него, он будет совершенно беззащитен. Но любопытство взяло верх. Как только его глаза привыкли к темноте внутри, он пришел в шок. Внутри лежал никто иной, как енот. На мгновение Андрей растерялся, пребывая в недоумении от увиденного. В обычной ситуации енот должен был бы просто сбежать, но этот стоял на своем точно так же, как граф. Он явно что-то защищал, не желая, чтобы его присутствие было раскритиковано. Затем Андрей увидел это. Сначала он заметил только одного детеныша енота, затем увидел остальных. В общем, он насчитал 6 малышей, беззащитных и полных доверия к своему защитнику. Андрей сразу понял, что матери еноту нужно было безопасное место, чтобы родить, когда начался ранний снег. И, будучи джентльменом, граф пожертвовал своим теплым и уютным домом ради нее, а затем стал охранять. Льющаяся холодная слеза счастья наворачивалась на глазах Андрея, ведь он увидел, что граф выбрал доброту и защиту. Словно чувствуя, что его опасения были фактически напрасными, он встал и отошел от будки, оставив графа продолжать охранять свое новое семейство. Андрей понимал, что его верный и добрый пес принес огромную жертву ради матери енота и ее детенышей. Он поделился своим пространством и стал их защитником даже против своего хозяина. По мере того, как дни превращались в недели, Андрей решил создать уютное убежище для семьи енотов неподалеку от дома.
Он собрал толстые стволы деревьев и ветки, создав безопасное и теплоизолированное место, где еноты могли бы жить в покое. Граф, понимая ситуацию и жертву, которую он принес, вернул себе свою конуру. Но теперь он всегда проявлял особую бдительность за матерью-енотом и ее детенышами, готовый поделиться своим убежищем с ними. Он оберегал новую семью, словно это были его собственные щенки. Несколько недель спустя, когда Андрей уже привык к этому новому порядку дел, он начал замечать, что граф стал намного спокойнее. Он больше не беспокоился о своих правах на будку и вместо этого радостно следил за тем, как еноты, озорные и игривые, исследуют территорию вокруг и играют друг с другом. Неустанное щебетание детенышей енотов наполняло вечернюю тишину мелодией счастья. Андрей часто наблюдал за всей этой идиллией и размышлял о том, как жизнь животных удивительна. Он начал рассказывать соседям о том, что ему посчастливилось стать свидетелем, и многие из них с недоверием смотрели на его истории. Это как будто было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но он знал, что это был чистый факт. Для Андрея эта ситуация стала подарком судьбы. Не только его пес, но и еноты стали частями его жизни, и он не изменял своим активным наблюдением. Каждое утро он выходил во двор, чтобы увидеть графа в компании енотов, которые плутали по двору, кутаясь в их собственного искреннего уважения друг к другу. Были дни, когда он смотрел на скромное поведение матери енота, которая показывала детенышам, где искать еду или как взбираться на деревья, а граф каждый раз, словно наблюдая за волшебством, играл роль миротворца, подбирая метким взглядом то, что было беспокойством. У каждого животного была своя роль в этом маленьком мирке, и все это было притягательным и дорогостоящим для Андрея. Он больше не чувствовал себя одиноким. Теперь его жизнь полнилась смыслом и радостью. Он понимал, что хотя эти животные и находятся в разных видах, но их дружба и уважение друг к другу заставляют его верить в чудеса. Дорогие зрители, а вы когда-нибудь видели, как животные разных видов заботились друг о друге? Это было бы интересно узнать. Пожалуйста, расскажите в комментариях о своих наблюдениях. А если вам понравилась эта история о дружбе, преданности и великодушии, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Возможно, в нашем следующем видео будут такие же удивительные и трогательные моменты из жизни животных. Спасибо вам!